Hello, friends. Russia continues to be an inspiring example of freedom. Say the wrong thing, win a free trip to prison, leave the wrong comment, and a blowtorch might reach places no one asked it to. Today we're watching what people in Moscow have to say about all this. Is it fair to jail someone for an opinion? Or is freedom just the right to stay silent on schedule? Насчет чего, что СВО это правильно и президент Путин лучший президент, ну вообще-то потому, что Украина сама все это начала первая. Вот и все. А как вы думаете, нужно сажать людей, которые вот другого мнения и пишут об этом в интернете? Навальный сидел не из-за этого, а таких людей, которые пишут, что русские военные говно собачьи, их надо всех грохнуть, да, сажать и кастрировать, да. А так, по-хорошему, да. А те военные, которые, ну просто, ну не военные, люди, которые вызывают, ну СВО это плохо, нет, ну, это их мнение. Но главное, чтобы не обсирать наших военных. А так все похер. So tell me, if one day it turns out she was wrong, does that mean she'll volunteer to be jailed and castrated too? Fair is fair, right? Oh sure, Ukraine started it. They fixed their roads, got visa-free access to Europe, and dared to want a normal life. Such moral decay was simply unforgivable. They had to be rescued, preferably with tanks. Нет. А почему? Потому что это их точка зрения. Во время войны выступать против войны внутри государства любое правительство не приветствует. И раз оно у власти, да, и не приветствует, это его правительство решение, да. Мы сами же выбирали это правительство, значит, мы должны признать все его решения. А через 100 лет потомки скажут, кто мы такие были. Ну, правильно же, логически. We chose this government, of course. As if Putin stood at the polling station and asked, "Guys, I'm not being too pushy, am I?" I'm sure the only thing future generations will say about her in 100 years is, in 2025, humanity made first contact with a flying saucer, it landed on her head, and the brain never recovered. God, I'm just so endlessly grateful to be breathing the same air as these people. Провокационный вопрос, отвечать не буду. Пожалуй, тоже. Так уже делают, поэтому я не буду высказываться. Ну, как вы к этому относитесь? А почему? Я частично украинка, вообще ничего не понимаю. А? Есть такая вещь, как свобода слова. И это напрямую противоречит Конституции, в общем-то. Наказывать надо. Тюрьму не знаю. А наказывать надо. В социальных сетях? Нет. Свобода слова. Да. Так что никто никуда не сажать не надо. Мы в свободной стране живем, в России. Слава Путину. How lovely that the youth remember Russia is the freest country. You can say anything you want as long as you finish with glory to Putin. Which is why school kids are jailed for memes, mothers for social media posts, pensioners for holding blank paper, students for having thoughts, and journalists for being true to their profession. Freedom here is like air. It exists, but only in designated areas and under surveillance. У нас есть военная цензура, на этом все сказано. Поэтому, конечно, я считаю, что нужно. А как вы думаете, это справедливое наказание? Или, может быть, за слова как-то можно и помягче? Я думаю, что можно штрафовать в таких случаях, но не сажать все-таки. 100%. Я ветеран участник боевых действий в Сирии, в Алеппо служил в 2015 году. Они занимаются незаконными действиями, которые не согласованы с президентом нашим и с уголовным кодексом не соответствуют. Их сажать и на каторгу отправлять в Сибирь надо. Вот мое мнение. Всех до единого, независимо от вероисповедания и национальности. Всех. Вот мое мнение личное. The Syrian peacekeeper kindly suggests labor camps for anyone who dares to disagree. The youth, slightly more merciful, just fines for wrong opinions. Because obviously the country is under military censorship, even though, officially, there's no war in Russia at all. Just to clarify, all of this is happening to protect soldiers from dangerous words like peace, dialogue, or maybe we should stop killing people. This is what happens when the propaganda machine runs at full speed and a numbed brain swallows everything it's fed. Ну, это их право, в общем-то, комментировать негативно. Надо знать, что это натура такая. Теперь России не будет спокойствия.
Ну что делать? Влезли, вот и получили. А Зеленский лучшая фигура на всей планете. Все его. Ну, что делать? Так, что получили, то получили, не подумали. В принципе, должна быть свобода слова в любой демократической стране, но в тот момент, когда у твоей страны какие-то проблемы или они сталкиваются там, с такого рода проблемами, я считаю, прежде всего, несмотря ни на что, надо в любом случае прежде всего поддерживать свою страну, а потом уже дальше разбираться. Вот, поэтому такой вот у меня ответ. Yes, absolutely. You must support your country. Even when it liberates neighbors from their lives, jails children for drawings, tortures confessions out with a soldering iron, and feeds the people an anthem instead of bread. Because who cares what crimes are committed in your name? The main thing is, you were born here, so be a good citizen and approve. By the way, Rostad recently reported Russia's birth rate has dropped to its lowest in over 200 years. But of course that has nothing to do with poverty, hopelessness, or Putin's stability stuck somewhere between a coffin and a TV set. Clearly it's just because people aren't supporting the country hard enough. And as for the grandma, I honestly don't know how to comment. I swear to you, I translated her words exactly as she said them. А почему так думаете? У каждого свое мнение, свободная страна. Кто хотел, тот пошел, кто не хочет, не идет. Вот и все. Есть военные обязанные, у которых это в контракте прописано. Они сидят на жопе ровно, остальные почему должны идти, если не хотят? Нужно ли людей сажать в тюрьму за комментарии в соцсетях против СВО и прочих тем? Конечно. Их расстреливать надо, за улицу расстрелять против СВО. Против фашистов всегда надо воевать. Как бы они ни назывались и где бы ни находились. Тогда бы никто не выступал, хотя тогда бы мы их не знали, что они наши явные враги. Shooting people for their opinions sounds like Orwell being narrated by Nicholas Sparks after a lobotomy. And when it comes to this grandma's talk about fascists, there's a great quote often misattributed to Churchill. The fascists of the future will call themselves anti-fascists. The guy meanwhile seems firmly in the whatever camp. Not for, not against, he just doesn't want to be bothered. The world's on fire, and he's busy looking for the unsubscribe button. Знаете, нет, я думаю, что не стоит. А почему? Ну, мне кажется, что, знаете, это недостойная для того причина. Нет. А почему нет? Ну, в тюрьму, во-первых, за слова, мне кажется, сажать нельзя. Вот. Ну, странный вопрос, если честно. Но нет, считаю, что нет. Ну, в общем, война – это жуть кошмарная для народа, для всего человека. А то, что сажают, это тоже кощунство. Самый настоящий кошмар. То есть слов нету для того, чтобы вообще вот это все воспринять. Ужас. Кошмар. What a horror. In modern Russia, there are still people who openly say such disgusting things as prison for words is too much or war is a nightmare. How did we even descend to such a level of moral decay? After all, we've long been exposed abroad. Russians, they say, are sheep, ostriches, and slaves. And yet, a contradiction. What is this? A sabotage of common sense? Where did they get such thoughts if the TV said otherwise? Because, as our Tsar thinks, there are two opinions, mine and the wrong one. And if we're serious, thank you to these people, special respect to that grandmother. In her voice there was no slogan, only real pain, which can no longer be hidden behind an anthem or propaganda. Против СВО, против наших, не, ну наказывать надо. Я считаю, там тюрьма, я не знаю, я не юрист. Ну, конечно, наказывать надо. Как-то так. Но все-таки патриотизм должен быть. Люди там погибают хорошие. И журналисты, и офицеры, и солдаты. Ну что это такое? Это кощунство. То есть вот
другой не скажет. А тюрьма, это уж пусть прокуратура решает. Ну, представляете, вот ваши там родственники, там подруги, все на фронте, и какие-то там, я не знаю, кто они начинают обижать их. Patriotism should exist, she says. Sure, if patriotism means cheering for body bags, measuring loyalty in liters of blood, and treating questions as treason, then yes, patriotism is alive, drooling, and rock hard at the sight of death. Good people are dying there. Of course, because when you recruit from prisons, it's basically the moral equivalent of a Vatican admissions office, or poor men chasing quick cash who'll earn at best a disability and Vietnam-style flashbacks for life. Ну, тут, знаете, такое, ничего не скажу, реально, воздержусь. Ну, честно, не хочу, правда, отвечать на этот вопрос. А почему? Не хочу обсуждать политику на сегодняшний день, ну, потому что это достаточно проблемная тема для нашей страны, и не хочу, правда. А почему? Я поняла. Не знаю, тоже зависит от комментария. Вот. Все по-разному, все относительно. Поэтому тут для каждого своя будет, свое наказание. И свое решение, скажем так. И общественности, ну и законы, соответственно, власти. This isn't an interview, it's a manifesto of a bureaucrat terminator. He's not a person, he's an algorithm. Depends on the comment, everything is relative, everyone has their own punishment. Like a chatbot trained on our constitution, state TV, and fear. He says everything and nothing at once. He probably doesn't realize that stripping people of choice is fascism. Then again, maybe it's just survival tactics under a dictatorship, and me, a Russian in a mask, I'm in no position to judge. Если они за это заслужили, надо сажать. А если они высказывают свое мнение негативное? Здесь уже другая линия должна идти. Что вот вы говорите с этим человеком, а он имеет в своей голове другую линию. Скажите, а как вы считаете, нужно ли сажать в тюрьму людей, которые выступают против СВО в комментариях в интернете? Нет. А почему так думаете? Не знаю. А вообще как-то наказывать этих людей стоит? As they say, in times of universal deceit, telling the truth is extremism. Like what I'm doing? Then be sure to hit the like button and leave a comment. It really helps. And for the super billionaires out there, just a reminder, I've got a Patreon, where for just $3 a month, you get access to exclusive content that's not available to the public, plus the chance to see new videos before anyone else. Right now, I have 32 incredible patrons. Let's hit 35. A huge thanks as well to those who make one-time donations through Buy Me a Coffee. Your support truly matters. I keep creating content only thanks to you, and that's not an exaggeration. Not saying goodbye, see you soon.